Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я хотел бы посвятить данный ролик выдающемуся армянскому литератору и мыслителю Ованесу Туманяну. Я надеюсь на вашу поддержку, лайкнув это видео и подписавшись на мой канал. Также подпиской на Boosty вы можете поддержать меня материально. Также не забудьте подписаться на мой телеграм-канал, чтобы всегда знать о выходе нового видео на канале. Ваша поддержка – это важное топливо, которое вдохновляет меня на создание новых проектов. Ованес Туманян родился 19 февраля 1869 года в селе Дзех, в семье священника Терта Девоса. В поэтике будущего писателя к тому времени отражалась глубокая привязанность и почитание к своему отцу, который был человеком порядочным и благородным. Проявляя невероятную душевную широту, отец Ованеса был известен своим человеколюбием, щедростью, остроумием, веселостью и общительностью, несмотря на то, что всегда сохранял некую серьезность. Также в Дзехе находилась церковь святого Григория Просветителя. Отец Ованеса передал ему немало ценных качеств и стал основой для его мыслей, забот и мечтаний. Еще в юности Туманян проникался народными сказками, песнями, преданиями и притчами, которые слушал и запоминал. Все это вместе с великолепной природной красотой стало неотъемлемой частью его духовной жизни и нашло отражение в его творчестве. В семье Терте Девоса и Соны Туманян помимо Ованеса было еще 4 сына и 3 дочери: Искуи, Ростом, Ованес, Ваган, Астхик, Аршавир и Арташес. Ованес получил начальное образование в родном селе. Его первым учителем, который научил его грамоте, был его отец. Хотя в доме было мало литературы, и та, что была религиозного характера. С 8 лет он начал посещать небольшую школу своего дяди Гришки Бидзе, где учились читать и писать свинцовыми палочками, а в качестве чернил использовали маковый сок, который сами ученики собирали. Кроме того, Ованес также обучался пению. Потом Ованес отправили в школу, где он учился 2 года под руководством Саака. Саак использовал насилие в отношении учеников. Если кто-то из них сделал что-то не так, его жестко наказывали железным прутом и большой дубовой линейкой. Туманян описывал эту историю в своей автобиографии. Саак Варжапет управлял нами с помощью железного жезла. Его посох, похожий на оружейный шомпол, постоянно падал на спины детей. Он тянул их за уши, словно пытаясь вырвать их с корнем, а его большая дубовая линейка сдирала кожу на их спинах. Я до сих пор не могу забыть этот педагогический террор. Во время первых лет обучения в школе он не получил обширных знаний, только минимальное количество, которое побудило его к саморазвитию. В августе 1879 года Терта Девос принял решение отправить своего 10-летнего сына Ованеса в Ичмэ-1, чтобы он получил образование в семинаре Геворкяна. Однако отец передумал. По возвращению в Дзех он услышал о новой школе для мальчиков и девочек в Джалалаглы, ныне Степанован. Эта школа была создана учителем Тиграном по его инициативе. В осень того же года отец отвез 2 своих сыновей в эту школу, где учились 125 мальчиков и 60 девочек. Штат преподавателей состоял из 4 мужчин и 2 женщин, которые преподавали такие предметы, как армянский язык, русский язык, география, арифметика, пение, французский язык, физика и всеобщая история, используя новый педагогический подход. Директором школы был Тигран Тердовтян, образованный и развитый человек того времени, который был близким другом отца Туманяна. Уроки истории, проводимые учителем Тердовтяном, особенно нравились Туманяну, который слушал с удовольствием его рассказы о путешествиях в Константинополь, Иерусалим и Египет. Учась в школе Тиграна Тердовтяна и подружившись с его семьей, Туманян влюбился в Эргине, одну из дочерей директора, и написал поэму «Объем души». Позже этот случай и первая любовь стали одним из самых дорогих воспоминаний Туманяна. Учитель также имел богатую библиотеку, которой ученики пользовались во время чтения. А иногда он проводил часть занятий, читая и переводя отрывки из французской книги «Отверженные» Виктора Мари Гюго, что продолжалось почти 3 месяца. В последующем учитель читал произведения Гофмана, такие как «Преданность побеждает все препятствия» и «Из тьмы к свету». Туманян начал писать стихи во 2 классе, уединяясь в школьном саду во время перемены. В эти годы он начал писать не только любовные стихи, но и патриотические и сатирические. Туманян также активно
читал и учил своих одноклассников петь песни и любил рассказывать им сказки. Он также любил читать вслух стихотворения и драматические произведения, такие как «Разбойники» и «Орлеанская дева». Туманян не закончил обучение в этой школе, так как она закрылась в 1883 году. После этого он вернулся в свое село Дзех, где жил некоторое время. В августе 1883 года отец Аванеса Туманяна послал своего 14-летнего сына в Тифлис, чтобы он поступил в Нерсисянскую семинарию. Они поехали на лошадях, что заняло несколько дней, из своего родного Лури в Тифлис. В путь их провожали младшие сестры и братья Аванеса, а мать прощалась с ним со слезами на глазах, прежде чем пойти домой. В Тифлисе Аванес поселился в районе Авлабари, где жили бедняки и мелкие ремесленники, и встретил там множество грузин и армян. Он быстро адаптировался к новой жизни, освоил грузинский язык и узнал о жизни ремесленников, что оставило глубокое впечатление на него. Сначала отец надеялся, что Аванес станет военным, как его дед, и отправил его в кадетский корпус. Аванес не смог приспособиться к строгому режиму. В результате его отец принял решение обеспечить ему полное среднее образование и отправил его во 2 класс семинарии Нерсисян. В этой семинарии учились как проживающие, так и приходящие ученики. Приходящие ученики были детьми состоятельных жителей Тифлиса, но Аванес был приходящим учеником из-за неблагополучного финансового положения семьи. Он полагался на помощь отца, чтобы покрыть все расходы. В декабре 1883 года Аванес переехал к звонарю Аваку Шикварданяну. Это была небольшая темная комнатка, где Авак жил бедно вместе со своей многодетной семьей. В семинарии Нерсисян преподавал прозаик Авсеп Шишманян, который занимался армянской историей и французским языком. Аванес уже с детства увлекался историей армянского народа, и под влиянием этого любимого учителя его интерес только углублялся и развивался. В своей молодости Туманян много читал произведений, такие как «Раны Армении» Хачатура Абаяна, а также творения Микаэла Налбадяна. Он был восхищен стихами Пушкина и Лермонтова, а также баснями Крылова. В 1885-86 годах Туманян решает покинуть свою школу, потому что она не отвечает его потребностям. Его мечта продолжить образование в Москве или Петербурге не сбудется из-за финансовых трудностей. Тем не менее, он не перестает самообразовываться, читая и посещая библиотеки. Весной 1886 года он возвращается в свою родную деревню. Благодаря Тиграну Тердовтяну в 1886 году, когда Туманян был учеником Нерсисянской школы, ему выпала уникальная возможность увидеть спектакль «Гамлет» в исполнении Петроса Адамяна и познакомиться с творчеством Шекспира. Это событие сыграло решающую роль в его дальнейшем развитии как писателя. В последующем он также посетил спектакли «Отелло» и «Король Лир». В пьесе «Вайда Варданидов» Адамян исполнил роль Егиши. Молодой Туманян очень хотел попасть на этот спектакль. Кто-то подсказал ему, что можно не только посмотреть на Адамяна, но даже и сыграть роль, не рискуя быть исключенным из школы. Всего лишь нужно было попроситься на роль воина в толпе. Выйдя на сцену в гриме, ученика не узнали, и его не исключили из школы. Так и решил сделать Туманян. И Туманяну с другими ребятами предстояло сыграть армянских воинов, павших на Аварайском поле. Вот эта несчастная роль убитого воина сыграла с ним злую шутку. Он описывал это так. «Захотелось и мне получше увидеть и услышать. Я повернул голову, и то ли из-за неудобного положения, то ли еще от чего, я поперхнулся слюной, и меня стал душить кашель. Я, вздрагивая всем телом, а вместе со мной двигались и скрипели декорации, холсты и доски, то есть горы и скалы. И как назло, все это в самый торжественный момент, при полном молчании сцены и зала. Поднялся всеобщий хохот, галерка зашумела, бедный Адамян так и застыл на месте. Некоторое время спустя Туманян узнал, что Адамян уже не сердится, а со смехом рассказывает об этом случае и хочет увидеть его. Туманян навещает Адамяна и получает от него в подарок одну из книг в память о спектакле «Вайда Варданидов». Пока что на этом все. Продолжение следует. Всем пока.